Здравствуйте. Сегодня в гостях у программы «Час пик» Елена Вавилова, разведчица-нелегал, полковник службы внешней разведки России в отставке. Добрый день, Елена. Здравствуйте. Говорят, у разведки не женское лицо. Это заблуждение? У разведки очень много лиц, в том числе женских, мужских. Мы все, те, кто служит, работаем на одно общее дело. Но, конечно, воспринимается эта профессия больше как мужская, потому что считается, что человек, который идет в разведку, должен быть смелым, отважным, таким несокрушимым. Но на самом деле женщины приносят в эту профессию свое и очень такое неповторимое начало. Это, во-первых, интуиция. У них обычно, у женщин, это чувство развито больше. И понимание психологии и чувства людей. Это очень важно. Поэтому женщинам нелегко в такой профессии, но на самом деле они часть ее. И работать в паре, особенно когда вот это мужское и женское дополняется, это всегда более успешно и легче с точки зрения переживаний, каких-то даже обычных житейских трудностей. У Конана Молодова в интервью он как-то сказал, что разведчику нужно быть мышью-завейником. А как насчет вашей яркой внешности? Это несколько противоречит такому утверждению. Это помогало вам? Ну, на самом деле, я считаю себя самой обыкновенной. Я не думаю, что я выделяюсь из толпы. Вот это важно. То есть человек должен быть незапоминающимся. И когда подбирают молодых людей для этой работы, я думаю, на это обращают внимание. Потому что не должно быть каких-то особых примет, по которым люди вот однозначно тебя запомнят и потом узнают в следующий раз. Но быть обаятельным и быть человеком, который может расположить к себе людей, это важно. Потому что работа в разведке – это прежде всего работа с людьми. Мы сосредотачиваемся на людях как источников вот, нужной и важной информации, которую необходимо получить. Поэтому я считаю, что человек должен быть симпатичным, обладать определенными качествами, которые будут привлекать других. Человек, получая то или иное задание, должен отвечать еще и национальному типажу. То есть он не должен как бы диссонировать с теми людьми, за которых он потом будет себя выдавать. Вы 23 года, да, провели за границей? Да, свыше 20 лет. Вот я понимаю, что вопрос о задании – это из сферы государственной тайны, но, может быть, вы могли бы хотя бы в общих чертах объяснить, в чем именно заключалась ваша работа вот на протяжении всех этих лет? Ну, работа разведчика – это многогранная работа. Ее нельзя определить как вот одно конкретное задание. В разные периоды истории это были разные задачи. И мы, уезжая, например, из Советского Союза на работу в конце 80-х годов, у нас была задача отслеживать любые негативные моменты, информацию в отношении нашей страны. Тогда было очень такое достаточно серьезное противостояние, холодная война. И вот в то время Рейган достаточно проводил такую агрессивную политику. И вот важно было быть как раз на защите вот суверенитета своей страны. И вот выезжая на задание, никто не знает, что придется делать, особенно когда это такой длительный период. Многие люди работают для поддержания, их готовят и потом отправляют, например, для поддержания связи с каким-то ценным агентом. Это часть работы. У других это какая-то конкретная задача внедрения в какую-то организацию, получения какой-то информации. Правильно я понимаю, что быть разведчиком-нелегалом – это значит жить сразу две жизни? Ну, на самом деле это, да, конечно, жизни прожитые две получается, но когда разведчик начинает работать за рубежом, он оставляет свое «я», свое прежнее «я», оставляет это и переходит, и становится вот другим человеком.
То есть ты забываешь свои какие-то конкретные корни, детства, и начинаешь мыслить о себе как о человеке, за которого ты должен себя выдавать. Происходит такая трансформация, и я люблю упоминать, например, актеров, которые тоже на сцене играют чью-то жизнь, чью-то роль, только в случае с разведчиком человек играет эту роль долго, и на протяжении многих лет он постепенно сживается с этим своим вторым героем. То есть две жизни, да, но каждая жизнь по отдельности. Сначала у тебя была одна жизнь, потом ты ее оставляешь и перевоплощаешься в другого человека и проживаешь другую жизнь. И на самом деле после нескольких лет работы ты начинаешь уже сам верить в то, что ты тот человек, за который ты себя выдаешь. Для меня, например, у меня были такие моменты, когда я мыслила о своем, например, детстве, юности в рамках той страны, из которой я происходила, по моей легенде. Это было такое, открытие, какое-то внутреннее странное ощущение, но оно было, естественно, как раз закономерно, потому что человек, перевоплощаясь, это его задача, и он должен какие-то усилия над собой произвести, чтобы прийти к такому второму своему образу. Это почти школа Станиславского. Ну актерский талант, да, дар вы в себе открыли, а как насчет писательского таланта? Как пришла идея написать книгу? Расскажите, пожалуйста, о ней и как она Конечно, писательский талант, он, в общем-то, я не думаю, что это талант, это просто было желание поделиться какими-то соображениями и своим опытом. Поскольку так получилось, что я и мой супруг, еще несколько коллег оказались расшифрованными разведчиками, мне показалось, что в этом есть какая-то возможность, да, это сильная драма, это жизнь прожитая, плюс этот острый момент, такой драматический. И мне захотелось поделиться, потому что, поскольку я расшифрованная, что-то я могу, наверное, донести современным людям, молодежи, для того, чтобы было, наверное, более понятно о том, какой именно работой занимаются люди, и главное, что они чувствуют. Поэтому, конечно, у разведчика никогда нет дневников, ты никогда не записываешь никакие события своей жизни из-за соображения безопасности. Но память, она цепкая, и многие, конечно, моменты остаются настолько глубоко в памяти, что воспроизвести их потом оказалось несложно. Моя книга, которая называется «Женщина, которая умеет тайны», она, книга не только моя, написана совместно с моим земляком, я из Томска. Совместно с томским писателем Андреем Бронниковым у нас родилась идея рассказать о жизни семьи с уклоном, конечно, на женскую долю. И Андрей Бронников ранее служил в разведке, военной разведке, и у него уже был опыт написания книг о спецназе, поэтому можно сказать, что он дал мне толчок, то есть он меня вывел как раз на эту прямую, когда он сказал, давай что-то вместе сделаем. Но разведчик о себе обычно не рассказывает. Поэтому я в своей книге, она в большей, такой, можно сказать, наполовину автобиографична. Особенно в том, что касается начала, то есть работы, подготовки, прохождения этого трудного пути подготовки и затем выезда за рубеж на работу. Во второй части там уже есть художественные домыслы с тем, чтобы как раз не рассказывать все и, конечно, говорить о конкретных операциях, о том, что нам приходилось делать. В общем-то, я не могу. Поэтому она сочетает в себе автобиографические какие-то элементы с вымыслом. Я уверен, что интерес будет очень большой, потому что у вас уже есть имя. В 2010 году все мировые СМИ гремели о той ситуации, о раскрытии, поэтому для писателя имя очень важно.
Это автоматически дает какой-то, да, толчок. Ну, я надеюсь, что книга найдет своего читателя. Я уверен в этом. Ну что ж, давайте поговорим о том, как вы стали разведчицей, как вы и ваш муж занялись этой непростой профессией. С чего все начиналось? Ну, как говорят, не разведчик выбирает профессию, а профессия выбирает разведчика. Так случилось и в нашем случае. Мы были студентами, познакомились на историческом факультете Томского университета как раз. Мой супруг до этого учился на другом факультете, на прикладной технический факультет. Потом ему там разонравилось, и он перешел на гуманитарный. Вот мы встретились. И у нас завязались достаточно такие дружеские сначала отношения, потом более романтические. И одновременно, я думаю, на нас посматривали и на того, и на другого. И в один момент нам было сделано предложение. Сначала были небольшие просьбы, просто, я думаю, нас проверить, посмотреть, на что мы способны. И потом было предложение, мне конкретно было сделано предложение пройти подготовку, даже поступить на подготовку. Потому что пройти подготовку – это тоже определенный сложный этап, и не все его выдерживают. Почему? Потому что, конечно, вот многие качества, то есть человек должен обладать разными качествами вот в едином лице, как говорится. То есть нужно быть достаточно решительным, твердым, чтобы не бояться каких-то острых моментов, не бояться быть одному, работать, вот, так сказать, быть в одиночном плавании, потому что, когда ты работаешь за рубежом, там помощи ни от кого нет, ты сам решаешь. А вас не испугало это предложение? Или вы знали, что вы такая смелая? Конечно, раздумья были. И, безусловно, человек, может быть, даже соглашаясь на это, не до конца понимает то, что его ждет. Так и было со мной. Был какой-то элемент романтизма. В то время, конечно, мы все восхищались фильмом «17 мгновений весны», вот этим образом разведчика, который работает на родину, приносит ей пользу и преодолевает трудности какого-то вот житейского и психологического плана. Да, вот эта романтика, она присутствовала. Но было также желание сделать что-то полезное. Пафосно говоря, сделать полезное для своей страны. Я родилась в те годы, когда еще вот отголоски войны были очень чувствительны. И я выросла на многих историях, фильмах, книгах о войне. И мне казалось, что вот это вот трагическое прошлое нашей страны, оно не должно повториться. И вот это была моей мотивацией, внутренней мотивацией. Я думала, вот эта профессия, наверное, как раз и поможет мне осуществить вот это мое желание быть полезной. И если что-то я могу сделать для того, чтобы война не повторилась, я вот готова это сделать. А когда ваши родители об этом узнали, как отреагировали? Родители не узнали только, когда мы вернулись после ареста и обмена. Дело в том, что, несмотря на достаточно близкие и откровенные отношения с моими родителями, конечно, вот это сам факт того, что я согласилась и поехала на подготовку, он был для всех огромной тайной, включая моих родителей. А что вы им сказали? Пришлось им сказать, что сначала я там занималась стажировкой, потом мне пришлось не доучиться в университете и после 3-го курса переехать в Москву. Но им я это объяснила, например, объяснила тем, что меня пригласили работать в интересный институт. В то время было много закрытых институтов, и вот как раз это сыграло, помогло объяснить, сказать, что институт такой режимный, и рассказывать много о нем не могу, но занимается, например, социологическими исследованиями. Вот для них такая была история. Они не расспрашивали, я думаю, что советским людям, в общем-то, было свойственно лишних вопросов не задавать. И потом постепенно вот эта вот история, она как бы продолжалась, потом нас пригласили работать за рубежом. Правда, они не знали, в
То есть они думали, что мы работаем в другой стране. Они никогда не предполагали, что мы живем и работаем в последние годы в Соединенных Штатах. И когда произошел наш арест, они не обратили даже внимания. То есть для них мы были совершенно в другом регионе. Поэтому это требование профессии. То есть даже своим близким родителям, родственникам ты не имеешь права рассказывать о том, где ты и что ты на самом деле делаешь. Действительно, две жизни все-таки. Давайте перейдем к обучению. Как происходил, какие дисциплины были, как вы изучали язык? Я знаю, что за несколько лет вам пришлось дойти до уровня владения языком как родным. Сколько часов в день? Конечно, овладение языком – это основная задача, и на это уходит наибольшее количество времени. Нужно изучить один язык, который является как бы твоим родным. Для нас это был французский. И затем нужно изучить язык рабочий, так называемый рабочий язык, на котором ты предполагается, что ты будешь жить и работать. Это было как раз сделано для того, чтобы погрешности во втором рабочем языке можно было объяснить каким-то другим имеющимся языком. Первые годы работы за рубежом он доводился еще и шлифовался. Но уровень был достаточно хороший. Были хорошие преподаватели, была достаточно серьезная школа. Помимо языка были другие спецдисциплины. Это как уйти от наружного наблюдения, как исполнить какое-то, отправить сообщение в центр, используя определенные навыки, шифрования и прочее. Радиоподготовка, то есть это все входило в программу, и приходилось заниматься по много часов в день. В те годы, мы считаем, что те годы были самые сложные в плане физического такого истощения, когда ты просто к концу недели настолько устал и истощен, что хочется просто лечь, спать полдня, и потом просыпаться и опять работать, уже готовясь к новым занятиям, к новой неделе. Стрелять вы умеете? Стрелять нас учили, но учили в плане просто общей такой подготовки, знания, как обращаться с оружием, и самозащите. Тоже касалось карате. То есть это входило в программу, но, естественно, никто из нас не готовил людей, которые будут убивать. В какой-то оперативной обстановке, в боевых условиях, как вы называли за рубежом, работать и использовать оружие. Расскажите о вашем первом выезде за границу в капиталистическую страну. Это, кажется, был ФРГ. Да, мы ездили в несколько стран, в Германию в том числе, где мы попутно закупали вещи, которые нам нужно было носить, то есть все от мельчайших предметов, которые имеет человек в своем чемодане, до смены одежды на разные сезоны. Это мы все там покупали. Конечно, я увидела, что там жизнь богаче, лучше. Но сразу обратила внимание, что расслоение населения есть. Если есть деньги, то тебе много доступно. Если нет, ты живешь бедно. В принципе, это, конечно, то есть то, о чем нам говорили, что капиталистический мир все-таки он не дает равноправия в плане таком имущественном. Это мы заметили. Но что касается бытовых, конечно, условий, это нас удивило и было интересно. В какую страну и в каком году это было, когда вы поехали уже на работу? Я не могу вам называть конкретных дат, естественно. Примерно. Примерно. Это был конец 80-х годов, когда здесь у нас в России была как раз полным ходом шла перестройка. Еще не было признаков того, что наша страна разрушится. Да. И уехали мы проехали несколько стран на пути к нашей основной стране, где мы начали свою работу. То есть
Это маршрут постепенный, и в каждой стране человек добирает то, что вот ему, кажется, не хватает, он опробует себя, даже вот такой момент пересечения границ, то есть это, конечно, момент волнительный, и нужно не показывать свое внутреннее волнение, оно всегда есть, безусловно, то есть нельзя делать что-то подобного рода совершенно спокойно. Но вот самообладание, оно, конечно, в процессе практики, оно и приходит, и то есть ты находишь сам себе какие-то уловки такие, которые известны только тебе, как избежать, например, того, чтобы показать, что ты волнуешься, или как отвлечь человека от того, что он будет очень пристально там проверять твои документы. Это все нарабатывается. Можете какой-нибудь примерчик один маленький привести? Ну вот как отвлечь человека, который очень пристально за вами наблюдает? Ну, во-первых, никто пристально специально там не наблюдает, то есть ты обычный человек. Но, например, во многих странах пограничники достаточно легко общаются с людьми. И вот несколько раз мы использовали такой прием, что, например, одновременно подаваемые документы, ты спрашиваешь какие-то такие, безобидные вопросы, типа, а вот вы не скажете, сколько нужно времени, чтобы доехать в город отсюда? То есть ты отвлекаешь внимание человека от того, что вот он сосредоточенно смотрит на что-то. И обычно люди достаточно легко вступают в подобные разговоры, им даже интересно дать какую-то информацию. Вот. Обычно человеческое общение, но его нужно уметь вовремя и невзначай вот так начать, и это помогает. Как создавалась ваша легенда? Вы сами ее придумывали или вам ее, так сказать, дали уже готовую? Легенда – это творческий процесс, причем в котором участвует много людей. Что-то дается людьми, которые готовят нас и прорабатывают варианты. Но это самый минимум. Остальное человек, сам разведчик, в общем-то, отвечает за свою легенду и должен над ней работать. Необходимый минимум – это нужно, например, подобрать школу, дом, где ты жил, то есть хотя бы знать адрес, как выглядел этот дом. А представьте, в то время, конечно, не было интернета, нельзя было никуда заглянуть, нужно было либо по каким-то источникам найти, что-то сопоставить, либо уже приехав на место, в первое время сходить и посмотреть, и вот выбрать себе для легенды вот какое-то конкретное место, и потом прожить, за короткое время, вжиться в это и представить, что вот здесь я жил, вот тут я заходил в свой дом, тут у меня был садик, и вот это все себе создать образ такой, с тем, чтобы он потом на будущее остался. И когда в разговорах с нашими друзьями в последующем возникали разговоры о детстве, о каких-то моментах из прошлого, вот этот образ всплывал, и ты начинаешь уже в красках, можно что-то объяснять. То есть это создает правдоподобность, потому что каждый человек, он, конечно, имеет эту историю. Вот. То, что можно было сделать, мы делали, и это называется вот как раз отработка легенды, углубление ее. То же самое нужно было придумать себе друзей из детства, да, чтобы их можно было описать, рассказать какие-то интересные подробности. Поэтому сказать, что вот тебе все дается готовое, такого нет. Это каждый, и даже уезжая на работу, ты не знаешь, как у тебя там все сложится, куда ты сможешь поступить на учебу, какая у тебя будет первая работа. Никакого готового рецепта нет. Каждый действует самостоятельно. И в этом-то вот уникальность этой профессии, что шаблонов нет. У каждого человека своя история и своя жизнь. А документы вам сделали в Советском Союзе или, опять же, пришлось их делать уже за рубежом? И то, и то. То есть что-то было изначально дано, но потом нужно было самому получать дополнительные документы. Например, все, что можно было получить, начиная от библиотечного билета, да, карточки в библиотеку, от
каких-то организаций, в которые специально вступали, чтобы получить вот эту корочку, потому что каждый документ, он очень важен. Он как раз создает вот эту вот твою историю и делает тебя обычным человеком. Но чего-то у нас не было. Например, у меня никогда не было аттестата о том, что я окончила школу. Потому что этого никто не может дать. Это нужно, ну, придумать, что он у тебя пропал, потерялся, там, сгорел. То есть на это специально какие-то нужно выдумывать истории. Вот. Но то, что можно было, мы, конечно, вот ходили, прямо выискивали, что еще можно получить, чтобы у тебя был какой-то определенный набор вот этих документов. А свидетельство о браке? Свидетельство о браке было настоящее, потому что нам пришлось заключить брак во второй раз, уже в другой стране. Причем это была целая история, нам нужно было приехать в разные города, потом якобы познакомиться. Какое-то время мы просто вот навещали друг друга в выходные. Встречались. Встречались, да. И те, кто нас знал, они должны были вот это все видеть. И, то есть для них это было естественно. Вот познакомились. И потом мы заключили брак и получили уже настоящее свидетельство о браке, которое с нами все последующие годы, конечно, было. И это уже был определенный шаг вперед. А свидетели у вас были на свадьбе? Да, свидетели у нас были. Причем... Ну, можно сказать, мы их с улицы привели. Значит, один свидетель был, супруг занимался, учился на курсе на одном, и вот он попросил своего сокурсника просто вот, ну, объяснив это тем, что вот я приезжаю там на несколько дней, нам некогда это организовывать, просто мы хотим пойти и расписаться. А второго мы просто на улице возле мэрии попросили тоже под предлогом, что вот у нас срочно нужно делать, и кто-то там опаздывает, нельзя ли вас попросить зайти? Я думаю, эти люди, конечно, если бы сказать, что кому они засвидетельствовали, были бы удивлены. Но это было так, да, и не было никаких родственников, естественно, никого не было, и мы скромненько отметили просто вдвоем этот этап в нашем легендировании, потому что, ну, это было важно, и это позволяло нам уже в последующем довольно быстро организовать свою уже семейную жизнь. В Соединенных Штатах вы жили под именем Трейси и Дональда. Это ваши основные имена или приходилось менять их тоже? Это основные имена. Конечно, мы прожили на них все время. Были эпизодически другие имена и другие документы, но это было просто временные какие-то по необходимости. Понятно, что жизнь настоящего разведчика далека от образа киногероев, вроде Джеймса Бонда, но, может быть, и в вашей судьбе нелегала было что-то похожее на кино? Ну, острых моментов не было, потому что это было бы уже не работа, и она бы не продлилась так долго. Несколько таких эпизодов было в конце, когда американцы следили за нами, и я думаю, уже под конец вот всей этой их операции, перед тем, как произошел арест, они, ну, можно сказать, провоцировали нас. Например, у супруга был такой случай, когда к нему подвели женщину по определенным там предлогам научной работы. Она с ним познакомилась, и в процессе общения, разговора она стала его провоцировать на русские какие-то корни, говорить, что у нее семья тоже из России. И при этом она очень волновалась, она ужасно потела. И вот супруг заметил эту реакцию и говорит, вот не могу понять. Во-первых, он не мог понять, почему она и заинтересована им так, ну, в личном плане, да. И потом говорит, вот все-таки реакция человека такая, почему он так волнуется и почему она задает такие вопросы. Вот это было провокационно, мы стали думать, ну, естественно, сразу решили отойти от этого человека и даже сообщили в центр через шифровку, что вот появилась в поле зрения такая особа, и что-то тут не так. К сожалению, эта шифровка не успела дойти, потому что был арест. Но я думаю, вообще непонятно, чего хотели добиться
ФБР в этом случае, да, то есть они думали, что он расколется или как. Но, понимаете, вот это, конечно, оно возможность была. Что делать? Бежать, прятаться или принимать какие-то меры. То есть вот тут было такое замешательство непонятное. Конечно, вот, как говорят, разведчик, самое опасное – это встречаться с соотечественниками. Соотечественники – это с двух сторон. Во-первых, русские, то есть мы избегали, я избегала русских с тем, чтобы, ну, русский, понимаете, вот чутьем каким-то может что-то уловить, понять там и начать расспрашивать. Это нежелательно, и потом любое общение и услышать язык – это значит почувствовать вот эту ностальгию, да, и которая потом тебя ну, гложет изнутри. И хотелось, вот, чтобы этого было как можно меньше. Русских никаких напоминаний, чтобы не было. И с другой стороны, соотечественник, например, если у нас документы на канадцев, конечно, не хотелось достаточно плотно общаться с канадцами, потому что тоже, мало ли, там какую-то деталь ты не так представишь, и тоже может закрасться какое-то подозрение. Ну, конечно, это все эти моменты, они не приводят к провалу. К провалу может привести только предательство, либо какая-то серьезная оплошность, которую нелегал, в принципе, не должен делать, потому что он следит за своим поведением и за каждым шагом. Но вы же, наверное, все равно готовились морально к возможности провала. Любая ситуация, она предварительно обговаривается, и какие-то действия намечаются. У нас было, например, при общении вот с супругом мы придумали кодовое слово. Также мы отрабатывали, конечно, на случай каких-то подозрительных ситуаций вокруг нас, что нам делать, куда нам выезжать из этой страны, каким путем. Это все было обговорено, и каждый раз, вот, отправляясь на новый этап нашей работы, мы это все корректировали, делали. Но, к сожалению, нам не пригодились все эти подготовительные мероприятия, потому что, ну, в нашем случае, вот, наш противник, американцы, сумели так все подстроить, чтобы мы не успели и не смогли скрыться, уехать и избежать ареста. Расскажите, пожалуйста, вот перед моментом ареста, я хочу еще, мы просто подводим в разговоре прямо к нему, но мне бы хотелось еще один вопрос задать. Чем вы и ваш супруг занимались официально, живя в Соединенных Штатах Америки? Вы были домохозяйкой? Какое-то время я была домохозяйкой, пока у меня дети были маленькие. Потом, когда они подросли и уже не нуждались в моей такой ежедневной помощи, я окончила курсы агента по недвижимости, риэлтор. Да. И я работала в нескольких риэлторских компаниях по продаже недвижимости. Это была очень интересная работа, потому что это, опять же, общение с людьми и такая живая, нескучная работа. И при этом у меня был свободный график, что позволяло мне, конечно, делать какие-то другие необходимые проводить мероприятия. Предположим, получать шифровку. На это тоже, конечно, она могла быть назначена. Этот сеанс радиосвязи мог быть днем, ночью, в любое время, в зависимости от возможностей. Поэтому важно было иметь вот этот такой свободный график. И этой работой я занималась вот последние годы. И даже когда произошел арест, у меня на следующий день были запланированы показы домов на продажу. И я очень переживала, будучи такой ответственным человеком, я переживала, что вот мои клиенты, они в недоумении, почему я не появилась в определенный час для того, чтобы показать им какие-то объекты. Вот, поэтому работа, конечно, прикрытие, как мы ее называем, она важна, потому что она объясняет твой доход, объясняет жизнь семьи, и она придает человеку, ну, нормальность. И даже больше, я скажу, что вот мы своего рода, ну, можно сказать, прожили вот эту американскую мечту, American Dreams. Все, кто выезжает туда, вот все мечтают, особенно иммигранты, всегда говорили об этом, что вот американская мечта – это сам
сам человек себя делает, какой-то заводит бизнес и становится средним классом. Вот в нашем случае мы приехали с одним чемоданом, без образования, без каких-то знакомств. И мы в течение вот этих 20 лет поднимались постепенно по социальной лестнице и все делали своими руками. Обучались, супруг закончил 3 университета, я училась в университете, потом ухаживала вот за детьми, потом получила профессию. То есть вот это все мы делали сами, но не для себя, а мы делали это потому, что это было необходимо в рамках нашей профессии. И вот это сложная работа, потому что разведчик работает как бы вот на 2 работах. Одна – это прикрытие, то есть ты занимаешься какой-то профессией, а другая – это постоянный вот поиск необходимой информации, людей, развитие связей, знакомства, обработка информации, передача ее в центр. То есть это двойная нагрузка. А у женщины, возвращаясь к женской доле, это еще и третье, то есть быть хранительницей очага, заботиться о детях, поскольку мы приняли решение иметь детей, что тоже не так легко. Поэтому же на женщину, на ее плечи вот как раз еще ложится вот эта ноша дополнительная. А нужно было согласовывать вопрос с детьми, с центром, или это было исключительно ваше решение? В центре работают люди. И, конечно, человеческое отношение, оно у всех было, и запрещать никто не мог. Они могли советовать, в какой период, вот после того, как вы вот уже будете стабильны, уже что-то наметится, будет работа, например, заработок, тогда можно. То есть в плане вот планирования, да, но спрашивать разрешение, я думаю, вряд ли кто-то требовал бы такого, но они предупреждали, что будьте осторожны, там рассчитайте все, как само рождение, как же это все будет. 17 мгновений весны. Да, мама, не хотелось крикнуть по-русски? Особенно люди старшего поколения, они действительно опасались, а как же ты там будешь? Ну, не знаю, мне казалось, что я все смогу преодолеть, и мы серьезно готовились к этому моменту, как раз посещали курсы, где там нам давали определенные навыки, как себя вести во время родов, как нужно контролировать свое дыхание, как уменьшать боль, поэтому все это пригодилось. Вот. И мой супруг присутствовал при рождении с тем, чтобы как раз контролировать мое поведение и отвлекать медсестер, потому что он был, вот удивительно, там все разрешали. Он пришел с бутылочкой шампанского, и когда ребенок родился, наш сын, он быстренько открыл это шампанское и начал как бы предлагать медсестрам. Но на самом деле все терпимо, все можно выдержать. Это не самое сложное. Не самое страшное, Не самое страшное. И русские женщины, они очень терпеливые, выносливые. Коня на скаку, вот это все. Да, конечно. Перейдем к самому, пожалуй, страшному моменту, да, моменту раскрытия, ареста. Это было лето, июнь, если мне не изменяет память, 2010 года. Расскажите, как это все произошло, если можно, в подробностях. Это был день рождения нашего старшего сына. Ему исполнялось 20 лет. Было ли это совпадением, не знаю, я не уверена. То есть было ли это подстроено или совпадение? Вряд ли это было специально продумано, потому что в этот день были арестованы не только мы, но и другие члены нашей группы, которая впоследствии оказалась группой. И о существовании других, конечно, мы не знали и не должны были знать, но так судьба распределилась, что мы узнали друг друга. Это был прекрасный июньский день, и мы готовились к отпуску, к поездке, и вот празднование дня рождения было такой в семейном кругу в ресторане, в нашем любимом ресторане индийской кухни, недалеко от дома. Вернувшись после
ланча. Вот мы в своей квартире, у нас был таунхаус, это не отдельный дом, а да, часть общего дома. Вот. И мы вернулись домой и продолжили праздновать с шампанским дома. Все были в хорошем расположении духа, и ничего не предвещало вот такого резкого поворота в нашей судьбе. Вдруг раздается стук в дверь. И я подумала, что это друзья моего сына, которые решили, там любят делать сюрпризы, да, открывается дверь, а там шарики и друзья кричат «сюрприз». Вот. И я так, откровенно говоря, при этом стуке у меня такая вот мысль промелькнула, что это, наверное, они пришли его поздравить и продолжат потом где-то в своем кругу. При этом супруг находился в таком месте комнаты, где он видел окна дома. И вот буквально, наверное, за несколько секунд он заметил что-то необычное, а именно, что какие-то люди окружают дом, ну, бегут вдоль окон. И, наверное, вот чутье какое-то у него, все-таки интуиция подсказала ему, что что-то не так. И когда раздался стук, он успел сказать, я произнесла слово «сюрприз», наверное, а он сказал, я думаю, это плохой сюрприз. То есть он каким-то вот там седьмым чувством почувствовал что-то не так. И на самом деле я открываю дверь с улыбкой на лице, а там ФБРовцы в темных костюмах, таких строгих, знаете, men in black, получается, почти. С оружием? С оружием, с ломом, который они держали наготове, если, например, мы дверь не откроем. И, то есть, они входят достаточно решительно и объявляют нам, что мы арестованы. Надевают наручники. И для того, чтобы удостовериться, что это те, кому им нужны были, они просят меня показать, где мое удостоверение личности. Я говорю, что вот там в сумочке водительское удостоверение, то же самое с супругом. И они, удостоверив, что это мы, тогда уже предлагают нам проехать вместе с ними для объяснения, для объяснения, почему и что они нам хотят предъявить. Для нас, ну, конечно, мы внутренне поняли, что что-то не так, хотя мы ничего не знали, чем это вызвано, что не так, и в голове начинают прокручиваться такие вот последние дни, ага, что мы делали, что могло привлечь внимание. Вот. Дети при этом совершенно ошарашенные и испуганные, вообще ничего понять не могут. Как потом они объяснили, они думали, что просто ошиблись домом, дверью. Вот. Но, тем не менее, нас пригласили в машины, такие же черные, большие, наружу. Мы заметили, что вся улица оцеплена, и некоторые зеваки, там соседи вышли смотреть, что происходит. Ну вот нас быстро в эти машины засадили и по отдельности увезли в здание ФБР, где и предъявили, предъявили обвинение неофициальное, просто пытаясь с нами заговорить, какие-то из нас, возможно, признания получить. Мы, естественно, в недоумении, выражаем недоумение и отказываемся от любых дачи показаний, вообще от разговора с ними. Ну и вот первую ночь мы проводим в полицейском участке для того, чтобы на утро предстать перед судом уже с официальным обвинением. На следующий день уже был суд? На следующий день был суд, потому что арест официально должен быть сделан в суде, такие правила, и мы несколько раз посещали суд. По каждому делу нужно появляться в суде, например, перевод из одной в тюрьму в другую, что произошло. Мы переезжали из штата Массачусетс в Нью-Йорк с тем, чтобы там предстать перед еще одним судом. Поэтому было несколько появлений в суде, и вот как раз после того, как мы провели ночь в суде, мы появились на заседании, где нам объявили, что мы заключены под стражу и что нам меняется работа на иностранное государство. Угу. Сколько времени вы провели под арестом до обмена? 2 недели.
Конечно, 2 недели кажется коротким сроком, но на самом деле это был достаточно, кажется теперь, что длительный отрезок нашей жизни, потому что пришлось много передумать, вот эти все сомнения, эти все копания, что случилось, почему, что я сделал не так. Конечно, первый вопрос человек, которого арестовывают, задает себя, что я сделал неправильно и почему я арестован. И что интересно, когда нам дали прочитать обвинение с фактами, по каким параметрам они, значит, предъявляют такие обвинения, то есть из этого документа было ясно, что это было предательство. И вот внутренне получается такое ощущение облегчения, с одной стороны. Ты знаешь, что это не ты виноват. Вот интересно, да, такой парадокс, что вроде и облегчение, с другой стороны, ты понимаешь, что это серьезно. Потому что то, что они изложили, было ясно, могло стать известно только от человека, который был внутри организации. То есть это не просто там какой-то один какой-то эпизод работы. Это достаточно серьезная информация, которая была передана. Вы знаете, кто этот человек был? Можно об этом говорить? Ну, официальная информация, да, она появилась после того, как мы вернулись, и она указывает на одного человека, который был одним из руководителей. Вы его знали? Да, мы его знали лично, мы с ним встречались несколько раз, и да, к сожалению, мы его знали. Когда вы поняли, что вы не останетесь в США, была какая-то весточка, может быть, из центра? Весточка была. Это была самая яркая и незабываемая весточка. Она пришла через представителя нашего посольства. И у нас были американские адвокаты, и которые вот как раз приехали на встречу в тюрьме предварительного заключения, где я находилась. Ну, ко всем приехала, они по очереди. И вот когда на этой встрече с адвокатом и с представителем посольства нам сказали, что есть достигнута договоренность между двумя странами об обмене, конечно, это было ликование души, это было трудно поверить, потому что я, например, уже в первую неделю, особенно когда уже прошел суд, когда было ясно, что им много известно, и что просто так отвертеться нельзя будет, я уже была морально готова провести долгие годы, а нам менялось 25 лет, плюс еще 5, в общем, 25-30 лет в тюрьме. И, то есть, естественно, получив известие о том, что есть шанс быть на свободе, это было невероятное чувство. Как это все происходило? Это как в фильме «Мертвый сезон» был? Не было моста, но были самолеты, был перелет. И, конечно, все как будто было в тумане, но достаточно четко организовано. Из зала суда в Нью-Йорке, где мы вот как раз целой группой, мы встретились первый раз там, нас переправили на самолете, американском самолете в Вену. Одновременно из Москвы в Вену прилетел российский самолет МЧС, в котором были как раз 4 тех, на кого нас обменивали. И приземлившись одновременно в аэропорту Вены, нас вывели по трапу, посадили в микроавтобус и одновременно по полю перевезли ту группу и нашу группу к другим самолетам, и мы оказались в самолете МЧС, где, конечно, мы были в объятиях наших уже, вот, но немножко таким были еще, конечно, испуганные, и вот до конца не верилось. Причем мы были в тюремной одежде. Не все, но у меня не сохранилось. Мне не выдали ту одежду, в которой меня арестовывали. Мне пришлось прилететь как раз вот во всем тюремном. Конечно, такое ощущение было странное. Вот. Но, да, было, конечно, приятно видеть наших людей и быть уже на нашей территории. И потом короткий перелет в Москву, где нас встретили уже наши руководители. И вот тогда
ведь мы не знали, кто этот человек, кто предал. Понятно было, что это предательство. А кто, мы все гадали. И вот когда я увидела небольшую группу знакомых людей, потому что работали с нами, ну, достаточно узкий круг людей был. И вот эти люди были все, кроме одного, кроме как раз того, кто оказался предателем. И вот когда я увидела их и не увидела его, я поняла, что это он. В двух словах хотя бы расскажите о том, чем вы сейчас занимаетесь, как вы живете, какие-то, может быть, планы на будущее. Планов много. Теперь уже когда прошло достаточно много лет после нашего возвращения, конечно, мы освоились достаточно, уже хорошо себя чувствуем в новой жизни, ведь пришлось снова опять, можно сказать, начинать все. Мы приехали, у нас не было ни друзей, ни места даже жительства, работы. Все это приходилось опять постепенно нарабатывать. И сейчас у нас есть достаточно широкий круг друзей, знакомых, с которыми нам приятно проводить время. У нас есть, ну, в бытовом плане тоже все нормально. Мы работаем в компаниях, и, используя наш предыдущий опыт, в частности, я работаю с зарубежными источниками. Тут, конечно, помогает мне знание языка. И мой супруг преподает в МГИМО и тоже увлекается, вернее, выступает часто по вопросам современных международных отношений. Ну и напоследок не могу не спросить. Пару лет назад вышел сериал «Американцы», который был написан, сценарий которого был написан как раз по вашей истории. Видели ли вы его и насколько он отвечает реальным событиям? Конечно, сериал мы посмотрели с интересом. Конечно, они сделали это на американского зрителя и с уклоном как раз вот то, что там нравится, показав русских, и не только вот эту пару нелегалов, но всех русских такими достаточно агрессивными, суровыми и, ну, немножко такими без тонких человеческих чувств, можно сказать, но сама психология работы, вот особенно пары и семьи, там дети тоже присутствуют, конечно, она была достаточно интересно показана, и как раз вот они уловили, мне кажется, моменты, то, через что проходят вот люди, которые живут там, под другими вымышленными именами. Хорошо в этом сериале была показана атмосфера 80-х. Особенно вот нам было все это знакомо. Вот эти вот предметы обихода, какие-то вот кухня, машины. Все это действительно здорово погружает человека в ту атмосферу. Но, естественно, элементы боевика, они придуманы. Это не настоящая работа, потому что если показать работу, как она есть, это будет нудная работа, на которой ты ждешь. Иногда месяцами работаешь над какой-то одной проблемой, и еще бывают неудачи очень часто. И нужно большое терпение и выдержка для того, чтобы достичь какого-то результата. В этом фильме, конечно, это все приукрашено вот этими сценами, которые, ну, мало походят на жизнь, но, тем не менее, они придали вот это, как бы, вот такую интересную элемент экшена. Чего мне не хватило, это вот как раз того, что нет понимания того, что на самом деле то, что делают разведчики, даже работая в стране условного противника, они все-таки работают на людей и той, и другой страны. Ну, это, конечно, это уже другая идея патриотизма, служения, во имя чего. Вот на этом они, как бы, в это они не углублялись, они показали вот такой вот такой боевик с участием российских нелегалов. Хорошо, спасибо вам огромное. Это было очень интересное интервью. Спасибо вам. В гостях у программы «Час пик» была Елена Вавилова, разведчица-нелегал, полковник службы внешней разведки России в отставке.